Всем привет, дорогие друзья! Как и всегда, вы находитесь на канале Realistic PES. С этим никудышным обновлением до версии 4.2.0, как и всегда, в базе данных произошли изменения легендарных игроков, которых мы так или иначе, но ожидаем в будущих эпических паках. По большей части, это все те же знакомые нам именитые фамилии, которые и без того присутствовали в игре. Но, тем не менее, не обошлось и без новичков, о которых сегодня предлагаю поговорить поподробнее, а также вкратце затронуть в целом некоторые изменения, которые произошли в отношении эпиков. Поэтому давайте не будем долго тянуть с предисловием, не забывайте про привычную активность под этим роликом, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. Монеты для eFootball и FK25 вы можете приобрести у моих партнеров из Рожков Store, а также купить интересующую вас игру или подписку на любую платформу. Они работают уже более 10 лет и зарекомендовали себя как надежный магазин, предоставляющий качественные и безопасные услуги. Оплатить покупки можно не только из России, но и из любой страны тоже. И для вас у меня есть приятный бонус. По промокоду RealPES вы получите 5% скидки на первый заказ. Ссылка для заказа находится в описании. Приобретая товар в магазине Рожков Store, вы поддерживаете меня, поэтому не забывайте писать промокод. Несмотря на то, что список эпических футболистов по своей сути повторяется, тем не менее даже в этом можно найти свой отдельный плюс, поскольку здесь появились те же самые футболисты, которых давно не было в наборах, наподобие того же Андрея Шевченко или Мишеля Платини, и это будет прекрасная возможность для всех тех, кто не выловил этих футболистов ранее, обзавестись ими в своей команде. Что же касается новых игроков, которых до этого не было ранее в серии eFootball или возможно, они были в PES, но так или иначе до сих пор не появлялись в eFootball, и в целом новички, которые, скорее всего, в ближайшем времени дебютируют в качестве эпиков, то такие футболисты тоже есть, их, правда, немного, и это, далеко не самые привлекательные, наверное, фамилии, но тем не менее. Итак, один из таких игроков это Рэй Парлор, который ранее играл за лондонский Арсенал, и если я все правильно понял, то он играл за канониров где-то около 13 лет. Центральный полузащитник, который успел поиграть пару матчей за сборную Англии, но, наверное, далеко не самая примечательная фамилия, возможно, я ошибаюсь, но, тем не менее, из того состава Арсенала, наверное, далеко не первый игрок, который приходит на ум. Но, тем не менее, он появился в базе данных, и поэтому в ближайшее время, возможно, мы его даже увидим. Второй новенький игрок, и также от партнерского клуба, только на сей раз от Барселоны, это Сержи Боржуан. Как подсказывает Трансфермаркт, он играл на позиции левого защитника и в целом занимал место в линии защиты. На том же Трансфермаркте указывается, что он играл и на ЦЗ, и ЛПЗ, поэтому вполне возможно, что помимо ЛЗ у него будут дополнительные проставленные позиции. В принципе, футболист тоже, наверное, не самый такой знакомый широкому кругу лиц, поэтому, скорее всего, карточка будет, наверное, для самых ярых поклонников Барселоны, которые собирают состав из каталонцев. А вот и фамилия, которая известна уже, наверное, чуть большему кругу лиц, это непосредственно Кристиан Абиати, некогда защищавший ворота Милана, да и, в принципе, не только его. На мое удивление, он успел поиграть и за Атлетико, и за Ювентус по аренде, но большинству наверняка, так же, как и мне, он знаком именно что по Милану. В принципе, я думаю, что большинство из нас даже успели застать его в бытность игроком, потому что он закончил свою карьеру буквально-таки 8 лет назад, если, конечно, вы не начали смотреть футбол вчера. Вряд ли он будет сильным голкипером и будет на одном уровне с каким-нибудь Шмейхелем или тем же самым Чехом, но подгон для фанатов Милана, я думаю, в принципе, неплохой. Следующий игрок Милана знаком уже, наверное, меньшему количеству фанатов футбола, если вообще кому-то знаком, потому что это футболист прямиком из 80-х и середины 90-х. Речь идет о нападающем Даниэле Массара. Не знаю, по понятным причинам я не застал его игру, но если посмотреть на его статистику за всю карьеру, то у него около 600 матчей и только 111 забитых голов. То есть это статистика на уровне того же Инзаги. Но как бы то ни было, Филипп-то в игре имбовый суперсаб. А вот что касается Массара, еще будет интересно узнать. В качестве нового эпического игрока от следующего партнера
норского клуба от Манчестер Юнайтеда представлен Джон Аши. Оказывается, что он играл за Юнайтед около 10 лет, но, если честно, вспоминая состав середины 2000-х и начала 10-х, я вообще не помню такого персонажа. Но оказывается, что он застал и чемпионство у Юнайтеда, и захватил Лигу Чемпионов вместе с ними. Ну вот как-то вот его фамилия прошла мимо меня. С другой стороны, я и не фанат Юнайтеда, а поэтому даже предположить не могу, насколько сильной будет его карточка. Но он представлен в качестве центрального защитника, ну то есть он играл на этой позиции, и скорее всего его карточка в игре также будет в качестве центрбэка. Ну и две новые фамилии, которые вам более чем знакомы. В качестве новых эпических игроков мы скорее всего также получим Серхио Бускетса и Жорди Альбу, которые также появились среди других знаковых фамилий. К слову, у того же Жорди Альба, например, обновилась анимация празднования гола, что, наверное, отсылается к будущему появлению в качестве донатного игрока. Что интересно, ранее анонсированный теми же самыми Konami Эден Азар среди новых игроков не появился, то есть его новой карточки, его эпической карточки все еще нет в базе данных. А это означает, что и на его появление в ближайшее время, наверное, рассчитывать, ну, по тем или иным причинам не стоит. Хотя непонятно, почему они решили растянуть его выход, но все те, кто его ждали в прошедший четверг, это лишнее подтверждение, что он в ближайшее время не планировался. Ни за 500 монет, ни в отдельном паке из 150 футболистов. Ну и также интересный момент, который касается эпических игроков в базе данных игры. Теперь Konami перестали завозить изображения будущих эпиков, а поэтому теперь намного труднее понять, к какому именно промежутку карьеры, к какому временному промежутку относится та или иная добавленная версия футболиста. Такие предположения можно сделать только исходя из моделек, которые удается найти в файлах игры. Такая вот ситуация, например, с Майклом Оуэном. Благодаря ребятам из канала Pro eFootball, которые ознакомились с его моделью, мы можем понять, что данная моделька, данная версия Майкла Оуэна будет отсылаться к периоду игры за мадридский Реал, которой еще никогда в игре не было. То есть была за Ливерпуль, была за сборную Англии и вот последняя за Манчестер Юнайтед. Но за мадридский Реал, насколько я помню, его версии не было. И следующий интересный момент, который мы можем заметить в данном списке, так это то, что фамилии некоторых игроков повторяются по несколько раз. Здесь мы можем заметить повторение немецких фамилий, которые мы уже и без того получили в игре, а именно Румениги, Матеус и Кан. И помимо них можно отметить, что повторяются фамилии Платини, Кантана и Фарлана. И это все к тому, что вполне возможно, что вот эта вот тройка нападающих, атакующих игроков, Платини, Кантана и Фарлан, возможно, могут появиться в таком же формате, как вот и появились немцы. То есть эпический пак, который будет разделен на две части: обычный эпический пак и аниме-пак с теми же самыми нападающими. То есть обычные эпические Фарлан, Платини, Кантана и такие же эпические, но в аниме-стиле Платини, Кантана и Фарлан. То есть вот такая вот, возможно, будет темка, потому что, опять же, их фамилии, так же, как и в случае с немцами, которых разделили на два пака, тоже повторяются. В общем, будем посмотреть, как говорится. Ну и, наверное, это все, что я хотел сказать касаемо новых эпиков, касаемо нового обновленного списка эпических игроков. Ваше же мнение по поводу всего услышанного я буду ждать в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх, если он показался вам интересным. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропускать актуальные новости по игре. Также подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Ну а на этом у меня все. Всем удачи и до скорых встреч.